Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте! Таро прогноз, Таро расклад, события до конца 2023 года, второе полугодие. Давайте узнаем, каковы же события, как изменится моя жизнь. На канале у меня есть видео для всех знаков зодиака. Вы можете перейти в плейлист и найти, выбрать для своего, как и знака, можете по асценденту посмотреть. Называется видео «Второе полугодие» тоже. Но там мы по одной карте достаем на месяц, смотрим энергетику. Можете перейти, посмотреть, как это проигрывается. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз – это лишь прогноз. Но я надеюсь, какой-то инсайт вы точно получите. Или проведете приятное время. Итак, первую карту. У нас сегодня 5 колод карт. Давайте узнаем, вот чтобы не было пересечения с энергией. Вот давайте немножко сделаем волшебство и узнаем. Первая карта. Что важно знать на колоде классического Таро? По мнению карт для вас, мои дорогие тельцы, до конца 2023 года или на второе полугодие 2023 года, что подскажут карты? Что на первый план выйдет? Чему придется уделять внимание или какой-то, может быть, основной вопрос? Вот прям глобально решать. Сейчас узнаем. А может быть, все вопросы решатся сами. Итак, что важно знать? Любовь, мои дорогие. Карта шестерка кубков нам говорит о том, что вообще это диалоговая карта. И предполагается, что мы со всеми найдем общий язык. Это карта дипломатии. Нам всем, когда лунные узлы поменяли свою ось, и будет где-то не хватать той самой дипломатии, взаимопонимания. Но это когда, допустим, о себе напоминают люди издалека. Или вы куда-то собирались переехать. Или, может быть, у кого-то из вас это будет сопряжено, что вы со своим любимым человеком были на расстоянии. И значит, до конца года произойдет встреча. Вы будете вместе. Может быть, вместе будете проживать. Больше, конечно, личная жизнь. А для кого-то проиграется смена окружения. Когда я хочу увидеть вокруг себя людей более надежных. Знаете, тут может совпасть очень много то, что мы говорим, наше место в социуме. Вот эти вопросы, взаимоотношения, общение, правильных контактов, умение донести свою мысль, умение со всеми договориться. И энергетика такова этой карты, когда у нас это получается. Когда мы обладаем этой самой дипломатией, мы можем решить практически любой вопрос. И если мы спросили у карт, что важно знать, нет ничего невозможного, договориться со всеми, а все решают люди. Поэтому через какие-то более добрые, позитивные энергии все двери для вас, мои дорогие тельцы, откроются. Давайте достанем еще одну карту, спросим, чего не избежать. Или что нам может, как-то препятствовать. Вообще могут быть какие-то задержки, могут быть какие-то и ограничения. И по семерке пентаклей ведь это часто... О чем нам говорит карта? О том, что события на нас влияют. Те события, которых мы не можем изменить. И поэтому от нас будет очень важно принять, наверное, если что-то встает на паузе и на паузу, и не тормошить, не стараться что-то ускорить. Если обстоятельства складываются так, так и себя, мои дорогие тельцы, тоже не надо мучить. Сложилась такая данность, что теперь? Но по этой карте есть еще и другое значение. Все-таки у нас пентакли растут на дереве, а дерево – это один из символов надежности, уверенности. Корни, да, дерево вот именно уходит корнями вглубь земли. И так и вы, наверное, где-то будете свое надежности место или искать. У кого-то может сопряжено быть с переездом или к вам перемещением человека. Значит, отстраивать, может быть, личную жизнь или ваше место комфорта, уюта. Конкретно, может, будете заниматься вопросами переезда и в позиции самой недвижимости что-то вы будете обустраивать, улучшать. А для кого-то из вас это будет еще означать как деньги в рост. Может быть, ваш бизнес, ваши дела, ваши честолюбивые планы, они тоже будут расти. Пусть нет какой-то синкопы или, знаете, такого суперускорения, но и вы-то, люди, достаточно любите размеренный какой-то образ жизни. Вы любите, чтобы у вас это скорее было надежно и на долгий срок, чем молниеносно, а послезавтра уже пойди поищи. Вот где-то в вашем ритме, поверьте, у вас все сложится отлично. И даже если где-то, приходится подождать,
Но я думаю, терпеливые тельцы, для вас это абсолютно не будет проблемой. Давайте мы узнаем события до конца года. И возьмем другую колоду золоченого Таро. Давайте спросим, а каковы новые события? Что к нам нового придет? Ну, вот из такого очень важного для нас, что действительно для нашей жизни будет иметь значение или вот повлияет на то, как она будет складываться сама по себе. Вот что новое придет в нашу жизнь. Ну, сама карта выпала. Тройка пентаклей. Вы знаете, это карта ученичества и вообще сдачи экзамена. По этой карте очень часто мы действительно сдаем как экзамен жизненный, кармический урок, когда какой-то прежний этап у нас уже пройден. И от нас будет зависеть, насколько мы сможем отпустить от себя то, что в принципе мы не возьмем в будущее. Потому что словно нужно освободить место для чего-то нового, для новых знаний, для новых свершений, для новых планов, амбиций, может быть, для новых отношений, для нового себя, для новой мечты. И если мы говорим про прошлое, то как раз в прошлое мы берем только то, что жизнеспособно, что нам действительно пригодится. Для кого-то будет, может быть, действительно сдача экзамена. Ну, почему нет? Может быть, и получение прав. То есть какой-то экзамен буквально вы сдаете, и после этого мы словно переходим на другой уровень. И нам это помогает, ведь у нас все-таки пентакли, и тут буквально может это означать, что мы словно увеличиваем в последующем свой финансовый доход. Все-таки, значит, любое знание, полученное в этот период до конца года, мы в последующем можем как будто монетизировать. И у кого-то это может означать, что бизнес где-то даже с нуля, почему нет? Интернет, какой-то бизнес. Тоже прекрасно. У вас получится практически любое начинание. А то, что вы начнете даже, может быть, до конца года, в последующем для вас сложится в очень красивую какую-то стройную схему, которая тоже принесет деньги. Поэтому тут самое главное не держаться за старое. Все-таки тройка пентаклей – это вот именно этот переход. Ладно, давайте я достану еще одну карту. Что нам запомнится, что для нас будет как и радостным, так и новым, вдохновляющим. Какие события придут на наш порог? Личная жизнь. Вопросы, опять же, дома, переезда, взаимоотношений с близкими, потому что кубковые карты двора или ближайший это у нас король и королева, да, карты, они как раз говорят о наших отношениях. Видимо, личной жизни, мои дорогие тельцы, придется уделять внимание, и даже если вы один или одна, вполне вероятно завершить какой-то предыдущий этап, и неважно, сколько вам лет. И неважно, почему вы один или одна. Есть возможность как раз не быть в одиночестве гордом, мои дорогие тельцы. Уделить внимание, чтобы был рядом человек, который вас понимает. Нам с этого начали. И вот видите, в какое-то событие, если мы говорим или чем запомнится, мы можем встретить этого человека. Или те, кто уже в паре, значит, соединение пары и какие-то новые планы вы будете строить. Я бы сказала так, с учетом тройки пентаклей, ваши прежние отношения, скорее всего, перейдут на другой уровень. И если вы просто дружили, наверняка до конца года вы задумаетесь о том, чтобы жить вместе, а может быть, де юре оформить ваши отношения. И так тоже может быть. Прекрасно. Но упор, вы понимаете, деньги где-то, вот куда нас разворачивают карты, при том, при всем, что личная жизнь, да, и какие-то ваши амбиции, ведь все-таки по тройке пентаклей как будто тоже проходят. Но уделить внимание к тому, чтобы вы были счастливы. И по королю ведь кубков он как бы властвует в двух энергиях. Это в личной жизни, поскольку кубки все-таки, да, приятные эмоции. И финансовый достаток. И что отличает короля кубков? Он очень грамотно умеет переключаться с одних энергий на другие. Там, где именно нужна любовь, нежность, ласка. Ну, это все, что касается наших дорогих и близких. Ну, а там, где вопросы денег, он умеет отключить эти эмоции, чтобы они ему не создавали помех каких-то. Видимо, нам придется так вот как-то ловко лавировать, переключаться с одного на другое.
Что будет помогать? Давайте достанем. Колода Таро Иллюминатов. Что же для нас будет в помощь? Какие события до конца 2023 года нам будут помогать? Или что будет нам помогать во втором полугодии? Итак, что нам будет помогать? Ну, мои дорогие тельцы, тут можно было, наверное, даже не сомневаться, что эта карта вам выпадет. Работай, у тебя все получится. Правда, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу, на прибыль, на достижение собственных амбиций. Поэтому и деньги в рост, и рост профессионализма, да практически... Хотите сделать карьеру, пожалуйста. Хотите бизнес с нуля, пожалуйста. Как будто нам уже не совсем с нуля человека-профессионала нам показывают. И в последующем по этой карте нас ждет успех, как финансовый, так и в плане личных каких-то устремлений. Хорошо, давайте мы достанем еще одну карту, что нам будет помогать и что нас будет радовать. И опять Пентакли. По принцу Пентакли он едет медленно, надежно, вот так вот. Ему надо, чтобы у него все было под контролем, все было понятно. Он не будет ускоряться, но он уделит внимание деталям каким-то. К нему нужные люди придут на помощь. Кто-то может и деньгами помочь по этой карте. Это тоже немаловажно. Поддержать ваш проект, поддержать вас самих. Но это всегда марафонский забег на долгую дистанцию, на несколько лет. Кто-то из вас может поменять вообще сферу деятельности или род деятельности, или сделать карьеру, или просто... Ну, какой-то новый вид бизнеса, может быть, создать. Ну, один прогресс сплошной. Действительно, у вас семерка Пентаклей будет, скорее всего, проигрываться как что-то на долгую перспективу в плане роста финансового одновременно. Прекрасно. Давайте мы узнаем, что может помешать. То есть такой вопрос мы тоже должны задать. Что нам может встретиться на пути или, ну, какие-то превратности, если таковые будут, трудности, сложности. Что может нам помешать? Луна, какая-то неопределенность может помешать. Может помешать, когда мы долго будем запрягать, кстати. Ну, это так иносказательно. Или как, знаете, к чему-то никак не можем приступить. Все думаем, что что-то у нас там произойдет само. Или ждем подходящего случая, подходящего момента. Или мы где-то намеренно идем на риск. Может быть, по этой карте следует прислушаться к собственной интуиции, но интуиция – это не глубокая философия. Вот тут нужно различать. Какая-то вообще глубокая философия нам тут наоборот будет даже вредить, а будет нам еще, кстати, может помешать то, что, ну, вот мы как-то видим, может быть, представляем себе возможности в одном ключе, а тут они к нам могут прийти совершенно как-то по-другому. И мы можем промешкать и где-то вовремя не разобраться, что нужно не думать, продолжать, а уже пришла пора действовать. Это первое значение. И второй момент, что нам может помешать, я тоже должна это озвучить. Избегайте толпы. Имеется в виду значение, когда такая фраза «меня несет толпа». Вот когда меня несет толпа, помните, вы не контролируете ситуацию. А нам верхний ряд сказал, что все должно быть под контролем. И поэтому, если вы оказываетесь, когда скопление народу, и действительно есть какая-то тенденция к тому, что ну вот уже меня сейчас и вот-вот я с этой толпой не поневоле побегу куда-то, вам в другую сторону. Короче, берегите себя, мои дорогие. Здесь потому, что мы можем совершить вот именно ошибку по невнимательности. Или что-то мы словно не просчитали. Или долго думали, потеряли время. Вот этот момент, это действительно может помешать. Такие могут быть как бы трудности определиться. Давайте спросим, какие еще у нас тут сложности. Да никаких сложностей. Карта победителя. Можно, кстати, эту карту трактовать, мои дорогие, что победа над какими-то трудностями и сложностями. Нет помех как таковых. Победа есть сама по себе. Поэтому, ну, наверное, не раздумывайте долго, если вы приняли какое-то решение. Если вам что-то предлагают, мои дорогие тельцы, соглашайтесь. Потом разберетесь. Мы не должны отказываться. К нам возможности приходят теми путями, как считает нужным Вселенная.
И совсем как-то это с нашими видением не согласуется часто, но для вас также будет очень важно, знаете, все-таки у вас выпало в позицию сложности какие. Нам, опять же, наше где-то самомнение может оказать медвежью услугу. Мы в себе уверены, мы думаем, что мы достигли, и у вас, правда, будет победа. Победа как в личных достижениях, в решениях каких-то вопросов, в осуществлении задуманного. Но нам придется эту победу удерживать. Мы не можем расслабиться, и если мы где-то расслабимся, раскиснем, все может пойти как-то в кривь и в кость. Вот это будьте внимательны. Сильная позиция, перспективная и по личной жизни, и по деньгам, и по вашим каким-то амбициям в хорошем смысле. Но контроль от начала до конца совершенно необходим. А вообще, надо сказать, любая 6 – это всегда победа. У вас, посмотрите, 2 шестерки сразу, 2 победы. Как в личной жизни, так и в делах. Ну и в бизнесе, и в деньгах-то тоже. В каких-то перспективах. Очень продуктивная вторая половина года у вас, мои дорогие тельцы. Да, потребуются какие-то ваши решения. Не будет все само происходить. Нет, нам об этом говорят. Работай, и все получится. Но так зато итог вас порадует. Это точно. Давайте мы на метафорических картах Таро 78 дверей. Мы узнаем, какие же двери, вот момент перехода для меня будут открыты в конце 2023 года. Каков итог я подведу? 8 кубков. У кого-то проиграется, дверей как таковых ведь нет. Тут врата в будущее, мои дорогие. Карта вообще ухода, перехода, переезда. Действительно, тот, кто планирует совершить переезд, еще пока не совершил, у вас он получится. И подведя итоги в конце года, скорее всего, вы скажете себе спасибо, что я действительно это сделала или сделала. У кого-то будет смена работы. Ведь 8 кубков – это всегда, когда мы на что-то решаемся. И не оглядываясь назад, идем вперед. А по 78 дверей, тут как будто, знаете, вам пространство будет помогать, мои дорогие тельцы, осуществить как какой-то проект, как совершить переезд, установить правильные какие-то отношения, да, если вы сейчас один или одна, не быть одному или одной, шагнуть, наверное, вот за этот порог и представить, что моя жизнь, она может быть вообще кардинально другая. Иногда по 8 кубков есть такое значение, мы словно находимся на развилке или должны принять какое-то мудрое Соломоново решение, и значит, вы его примете. И мы находим выход из любой практически сложной ситуации. У вас сильная позиция. Давайте мы узнаем, что я смогу осуществить. Королева жезлов. Да все, что хотите. Посмотрите, цветы изображены, как будто триумфальная арка. И по королеве жезлов это... Ну, пусть у нас выпадает королева. Именно меня смотрят мужчины, не имеет значения. Но это самореализация вообще-то. Это те наши планы, которые сначала зародились в нашем сознании, а потом их реализовали мы уже в какой-то реальности. По сути дела, это мы сами стоим в триумфальной арке и радуемся жизни, что у нас получилось осуществить какой-то проект. Мы в новом качестве, мои дорогие тельцы, перешагнем 2024 год, когда будут решены какие-то вопросы. Для кого-то это будет, знаете, может быть, долгое время вы не могли на что-то решиться. И вот как только вы решитесь, у вас вся жизнь, она как будто другими красками заиграет. А те, кто один или одна все-таки начнут внимание уделять личной жизни, да, наверное, дважды, понимаете, тут задача словно сбалансировать все сферы вашей жизни и чувствовать себя абсолютно счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.